Так, вот сейчас я хотел рассказать, как вырезать малину. Вот, допустим, мы имеем такие заросли осенью. Вот сейчас сегодня 15 октября, снег еще не выпал. Вот вроде как малина. Что здесь резать, никто не знает. Да? Вот, вырезаем мы прошлогоднюю малину. Оставляем те стебли, которые народились в этом году. Прошлогодние стебли уже негодные, они уже следующий год плодоносить не будут. И вот мы имеем такие заросли непонятные. Что резать? Надо персонально по каждой веточке смотреть. Новая она оставляем, старая она, значит, вырезаем. И сейчас расскажу, как. Берем секатор и начинаем резать. Режем у самого корня. Вот смотрите, что у нас осталось. Вот эти ветки, выросшие малины, это в этом году они народились. Вот так они выглядят. Они вот такая веточка она. У нее нету боковых отростков практически. Вот такие маленькие отросточки. А видите, как выглядит старая ветка. Старая ветка выглядит вот так вот. Давайте сейчас на стол положим. Сделаем. Старая ветка выглядит вот так. У нее уже нет листьев. У нее вот эти есть боковые отростки, на которых была малина. Видите, вот ягодки. А за счет чего вот вырастают вот эти боковые отростки. Вот мы сейчас пойдем и у молодой малины отрежем макушку. В прошлом году я отрезал макушку, видите. Отрезаете макушку, самые длинные ветки. И за счет этого начинают расти боковые веточки. И на боковых веточках потом вырастают ягоды. Если макушку не отрезать, то малина так и в холостую у вас в высоту и будет расти. Боковых веток не будет. Чтобы было больше малины, надо отрезать макушку. Вот такой принцип. Еще, значит, в чем отличие? Вот сегодня 15 октября. У молодых веток еще есть зеленые листики. Видите? Я говорю, у них нет боковых веток. У них есть зеленые листики. Видите, они все стройные такие. Боковые веточки у них маленькие такие. А вот куча вырезанных старых веток, видите? На них уже практически нету зеленых листиков ни одного. У них, еще раз напоминаю, выросли боковые ветки, на которых была малина. В следующем году все, эта ветка уже засохла, она уже негодная. Поэтому вырезаем все прошлогодние ветки абсолютно. Оставляем только новые, которые выросли в этом году. И значит, у новых веток берем и отрезаем макушки. Вот берем, вот она. Все. И отрезаем макушки. И за счет того, что мы отрезали макушки, в следующем году, весной, начнут расти вот эти вот боковые ветки, и на них будет малина. А макушки обязательно надо отрезать. Не отрежете макушки, у вас год пройдет следующее лето без малины. Ну или будет минимальное какое-то количество малины. Отрезайте, ну вот сколько, ну, не знаю, вот макушку. Если отрезать макушку, она выше уже перестанет расти, не будет расти. Все, вот. Поэтому мы имеем... В результате, помните, у нас была непроходимая чаща, а теперь мы имеем вот такие единичные стволики новой малины. Потом это все надо подвязать к шпалере, потому что ветки тяжелые, потом летом они упадут, если их не подвязать. Натягивается шпалера, ветки привязываются. Все.